Многие подписчики и зрители канала советуют мне посадить на нерест на групповой, говорят, так будет лучше. Ну, посмотрим. Вот сегодня такие пары у нас, или не пары, а по 5 рыбок, короче, я отсадил. По-моему, по 2 самочки и по 3 самца. Вот такие они у нас красивые. Ну, зеленые и полосатые, и обычные. Желтые чистые и красные чистые. Завтра с утра посмотрим, какой будет результат. Вода, как обычно, 17 сантиметров. Вчера залил ее, вот видно, еще бульбашки есть. Но рыбка уже акклиматизировалась, она уже часа 3 в нерестовиках. Сетка, видите, какая самая крупная, 9 на 9 миллиметров. Вот, для тернеции это нормально. Обогреватели стоят. Воздух я тоже убирать не буду. Пускай потихоньку аэрируется. Думаю, это им не помешает. А завтра мы ближе к обеду заглянем, конечно, сюда и посмотрим, как у нас произойдет групповой нерест или не произойдет. Но это уже будет завтра. Температура, кстати, 25 градусов в нерестовиках. Ну все, для вас пройдет секунда, и мы снова встретимся. Итак, прошла ночь. Смотрим. Значит, красные. Водичка мутноватая. Что там видно? О, у красных икра есть. Так, зеленые какие-то грустные. Так, ну у зеленых икры нет. У желтых тоже икры нет. Ну, как мы обычно это все делаем. Значит, желтых, зеленых оставляем еще на одни сутки, потому что у зеленых там самочка такая достаточно крупная есть. Вон там эта полосатая, которая. Ну, а красных мы убираем. Я думаю, там, ну, я так вижу, что есть икра и беленькая, и хорошая, прозрачная. И прозрачная достаточно большое количество. Мы красненьких убираем. Я думаю, отсадим самочек отдельно, дней через 10 еще раз их посадим на нерест. Так, производ я убрал. Вот смотрите, сколько икры. Прозрачная есть, такая красненькая чуть-чуть. Ну, розовая, можно сказать. Ну, есть немного белой. Но до вечера будет видно. Ну, а эти наши друзья думают, пока остаются еще на одну ночь. Возможно, покажут нам результат. Кстати, вода, вот температура 26 градусов. Сюда добавляю эритромицинчика немного. И завтра ждем личинку. Итак, ну что, прошла вторая ночь. Значит, здесь у нас мы видим все нормально. Личинка уже полным ходом гасает по всему нерестовику. Вон там ее нормальное такое количество. Как вы помните, это у нас красные. Так, идем к нашим производителям. Значит, зеленые думали, и вон там что-то надумали. Но я так понимаю, там икра есть и светленькая, то есть хорошая, и плохая. Но тут у нас 2 самочки. Та полосатая как бы вроде бы и толстенькая. Ну, не знаю. Может быть, и она немножко отдала икры. И вот эта зеленая, которая у нас чисто зеленая. Ну, потом посмотрим, когда будет результат у нас. Так, желтые. У желтых водичка светленькая. Но все же, вон, смотрите, икра какая-то есть. Вроде бы как то икра, да? Ну да, непонятная. Видно, беленькая. Ну, какая-то вроде там есть. Вдалеке туда, подальше. Вроде бы и хорошая. Ну, тоже, это уже будет видно через сутки. То есть, завтра с утра мы посмотрим, будет здесь личинка и какое ее количество. Сейчас я этих производителей убираю. Отсюда вот сеточку достану. И мы еще раз глянем на икру.
Так, производители рассажены по местам. Вот две самочки зеленые, желтая самочка, ну и самцы здесь. Готовятся к следующему нересту. Так, ну а что здесь у нас по икре? Значит, у зеленых икру практически всю самочек выдавили, они пустые. Но большая часть плохой икры, сразу вам говорю. Потому что я так посмотрел, видно, там есть и прозрачная, но ее очень маленькое количество. Так, что у желтых? У желтых, вот здесь с краю, что ближе к нам, вроде бы беленькая, но там я ведь посмотрел, есть хорошая икра, и так ее нормальное количество. Ну что, как и здесь, с красными мы поступаем так же самое. Сюда по чуть-чуть я сейчас брошу эритромицина, поставлю распылитель, и пускай икра созревает до завтра. Уже завтра мы на нее тоже посмотрим, и там определимся, будем мы сливать все вместе, или будут они развиваться у нас по отдельности, но это будет уже видно завтра. Для вас пройдет секунда, и мы снова встретимся. Ну, не стал я ждать, конечно, до завтра. Включился еще сегодня вечером. Вот смотрите, сколько личинки у красных. Короче, там ее так нормально, она там везде. Много ее, да? Она уже начинает висеть на фильтре, там, на стеночке цепляется. Вон там. А что у нас с нашими зелеными и оранжевыми или желтыми? Ну, здесь непонятно. Икры я там не вижу особо. Ну, может быть, где-то там и есть. Это у зеленых, да? Ну, а здесь у желтых что-то развивается там. Икринка там немного есть на дальней стенке. Короче, завтра мы на нее точно посмотрим. Сюда я, кстати, красным поставил аэрлифтный фильтр, потому что с утра его не было. Водичка начала становиться прозрачная. Но личиночка бегает, гасает по всему нерестовику. Все, теперь точно до завтра. Итак, прошла ночь. Значит, что у нас у зеленых? Сутки прошли с момента нереста. Там что-то непонятно. Пару штук личинок где-то пробегала. Ну, особо мне сейчас не видно. Может, камера сильно не передает. Давайте посмотрим, что у желтых. О, у желтых, во, смотрите сколько. Во, начали поднимать. О, нормально у желтых так. Все, сюда надо ставить срочно аэрлифтный фильтр. И пускай личинка развивается. Да, есть. Хорошо, очень хорошо. Давайте посмотрим на красных. У красных уже 2 суток, как прошел нерест. О, красных тоже нормально. На стенках уже висят. Он сверху тоже есть, на фильтре. Справа на стеночке там. На дне что там? Он под фильтром сидят. То есть развиваются нормально. Но я думаю, посмотрим на них еще завтра. У этих, у красных будет это уже 3-е сутки. А у этих 2-е. Но я сегодня им фильтрики поставлю. Но зеленые, вернее желтые, вижу, развиваются. А здесь у зеленых что-то ничего не наблюдаю. Ну еще, может, вечером на них посмотрю. Как-то непонятно. Скорее всего, что ничего здесь не будет. Все, этим ставлю фильтр. И до завтра, друзья. Итак, друзья, вот я еще включился сегодня, да, вечером. Вот смотрите, красная тернеция. Вот уже ее там на стеночках очень-очень много. Она уже более такая крепкая. И на правой стеночке тоже ее там много. На фильтре. Вот, то есть она уже готовится стать мальком. Она уже практически вся висит на стенках. То есть у нее уже развитие такое, что у нее хватает силы висеть на стенке, там на поверхности воды находиться.
Значит, что у нас по зеленым? Зеленая вода помутнела. Короче, там две личинки где-то есть. Но я их даже не хочу вылавливать, потому что если я их выловлю, и будет та вода, которая вот здесь с этой мутная, ну, непригодная для использования, там с инфузорией. Ну, инфузории как таковой нету, я не вижу, чтобы была инфузория. Но все равно от пропавшей икры, которой было очень много, она стала такая, ну, даже с запашком уже чуть-чуть. Не буду этих личинок ловить, лучше мы через недельку еще зеленую отсадим раз. А эту воду мы выльем просто и все. Ну и вот, смотрите, у нас желтая личинка. Я поставил имейлифный фильтр, и она себе вот нормально себя чувствует. Развивается. То есть она на сутки вылупилась позже вышла, чем красная. Но тоже нормально, у нее уже цвет появился, она такая зеленоватая, но будет желтая, конечно. Температура у нас, сколько тут у нас, 25 градусов, 26, наверное. Вот, ну, то есть развивается нормально. Ну и все, теперь точно включение будет завтра. Итак, друзья, у наших красных личинок сегодня третий день, как они развиваются от момента нереста. То есть, смотрите, некоторые из них уже находятся в толще воды, то есть начали плавать. Некоторые еще, большая часть, висят на стеночках, можно видеть слева, справа, на фильтре прищеплены. Но некоторые уже находятся в толще воды, то есть плавают. Что у нас с нашими желтыми? У желтых вторые сутки, как они развиваются, они еще висят на стеночках, то есть, ну, еще, короче, натуральная личинка. Значит, с красными, в связи с тем, что они неравномерно у нас начинают плавать, мы их сразу артемией кормить не будем, хотя малек тернеций сразу может брать артемию. Вот. Мы их покормим сегодня и до конца дня, будем давать им солоноводную коловратку. Уже когда они начнут плавать, это скорее всего будет завтра уже. Я думаю, к концу дня уже все они поплывут. Тогда мы их будем начинать кормить артемией. Ну, я вам показывать не буду, как я коловратку им сейчас насыплю. А мы с вами встретимся вечером и посмотрим еще раз на наших рыбок, как они себя чувствуют. А коловратка у нас находится вот здесь. Как вы знаете, у меня в таком небольшом нерестовичке. Вот смотрите, она прямо гроздями висит. Видите, я ее за 2 дня до сегодняшнего момента подкормил дрожжами. И она вот начала размножаться. Вот такое ее большое количество. Вот такая мелкая, прямо тучками такими стоит. Ну, я ее, конечно, сейчас дам малькам. Итак, друзья, вот смотрите. Уже наступил вечер. Смотрите, часть малька, уже заметная часть малька плавает потихоньку. Но основная еще масса, смотрите, сидит на стеночке. Вот слева, справа. Часть ее вон там уже есть на дне. Но они уже такие совершают движения, вроде бы как плавательные. И поэтому еще они не все у нас поплыли. Поэтому мы и вечером им дадим солоноводную коловратку. Более обильно, побольше дам. И, конечно же, покажу, как рыбки будут ее кушать, если мы это заметим, конечно. Ну, а зеленые, вернее, желтые, я говорю, зеленые. Ну, личинка зеленая, поэтому говорю, что зеленая. А так она будет желтая, эта рыбка. Еще висят вон там на стеночках, на фильтре. Им еще нужно сутки поразвиваться, чтобы начать плавать. Итак, коловратку уже можно наблюдать в нерестовике. Вот такие мелкие беленькие точечки, да, видно. И мы через время, ну, полчаса где-то пройдет, приблизим потом поближе рыбку и посмотрим, есть у них уже в животах коловратка или нет. Ну, они, соответственно, будут беленькие такие. Видите, ее там сколько? Много-много. Итак, прошло полчаса. Вот смотрите, сейчас снимаю видео без подсветки, чтобы не испугнуть рыбку. Смотрите. Вот малек плавает уже, видите? И у него такой беленький животик. Это говорит о том,
что он уже кушает хорошо коловратку. Но некоторые еще, видите, слева висят на стеночках. Сейчас я свет включу, и мы еще раз на него посмотрим. Вот, смотрите, видите? Слева на стеночке вон есть, некоторые висят еще как личинки, а некоторые уже плавают. И видите, у них беленькие животики. Попробую ближе подвести. Во. Видите, белые животики, это говорит, что они уже кушают. Плавают еще, конечно, не очень хорошо, но я думаю, к завтрашнему дню уже будет на что посмотреть. На дне вон тоже собирают коловратку. Думаю, завтра мы их уже покормим. Не, завтра, наверное, еще нет. Но послезавтра точно всех уже покормим артемией. Итак, друзья, наступило утро. И пошли 5-е сутки с момента нереста. То есть сейчас ровно 4 суток, как был нерест. Вот можно видеть красные рыбки у нас. Все плавают уже, все. На стеночках уже практически никто не висит. И они кушают. Я им опять насыпал коловратки сюда. И у них животики уже беленькие. Они все питаются. Так, что у нас с желтыми? Давайте посмотрим. Ну, желтые, понятно, у них ровно 3 суток, как был нерест. И они, некоторые уже начинают какие-то плавательные движения создавать. Но основная масса еще не плавает. Даже некоторые на стеночках вон висят, там видно, на задней стенке есть. Вот. Но я им тоже насыпал коловратки, чтобы те, кто уже поплыл, начали потихоньку питаться. Ну а завтра утром мы уже посмотрим и на этих тоже, как они себя будут чувствовать, что будет происходить. Ну, хочу вам сказать, что красные рыбки уже могут свободно кушать артемию. Я, кстати, сегодня утром ее уже поставил колотиться, и завтра с утра они уже получат первый раз артемию. Я думаю, они уже будут готовы ее принять, хотя, как я уже и говорил ранее, малек тернеции может брать артемию, только что выклюнувшуюся, кстати, с самого первого дня, как поплыл. Так, друзья, вот смотрите. Вечер, 4,5 суток от момента нереста. Смотрите, сегодня я их вечером покормил артемией. Смотрите, какие у них желтенькие животики. То есть на 4-е сутки рыбка уже вся четко плавает и свободно кушает артемию. И теперь она уже ее попробовала. Но перед этим она у нас кушала слоноводную коловратку сутки просто. И сейчас уже ест артемию. Это для тех, кто спрашивает, может ли тернеция есть артемию. Она же маленькая. Вот, пожалуйста. Свободно кушает. Ну а зеленые наши. У них 3,5 суток. Они еще что-то сидят на стеночках. Что-то у них метаболизм не очень происходит. То есть они еще, ну вот некоторые уже начинают плавать. Но я завтра думаю завтра к утру они уже начнут хорошо плавать. То есть у них завтра будет 4 суток от момента нереста утром. И я думаю, что они уже поплывут у нас. Но мы это, конечно же, увидим. Итак, друзья, 5 суток. Еще одно утро. От момента нереста красная тернеция у нас в полном здравии. Нормально себя чувствует. Кушает артемию. Сегодня утром я им давал сейчас обед как раз уже. Вот. То есть все нормально у них. Ну а зеленая 4 суток. Некоторые начинают плавать, но еще не очень. Уже тоже с утра я им давал коловратку, сюда насыпал. Короче говоря, не будем больше затягивать видео, а я в дальнейшем прослежу, как наши рыбки будут расти, и мы на них обязательно посмотрим. Смотрите видео, которое появилось на экране, оно тоже о разведении тернеции. Там есть много различных полезных нюансов.
в этом интересном деле. Все, пока, до встречи на канале Разводня как хобби.